Я премногим благодарна семье, друзьям, зрителям и всем, кто поддерживает меня во всех моих начинаниях и не только. Без вас не было бы ничего. Это видео морально тяжелое. Это не развлекательный контент. Это история из моей жизни, такая, какая она есть. 2 года назад она появилась на YouTube. Была очень неуверенным и стеснительным человечком, но горела идеями и желанием поделиться своим творчеством со всеми, несмотря на окружающую ее обстановку. Но однажды она пропала. Появилось много вопросов. Со временем все больше и больше зрителей отписывалось, так и не узнав причину и историю, что привела к этому. Так все же, что произошло? Мне было 12 лет, когда у моей мамы диагностировали рак. Родители сначала скрывали от меня. Даже когда стало известно, я не очень-то понимала, что это и как серьезна болезнь. Мне казалось, что обычные таблетки смогут вылечить за неделю эту напасть. Но как же я ошибалась. Мама очень много плакала, не спала. Я только сейчас, во взрослом возрасте, понимаю, как это невыносимо тяжело. Начался ужасный этап. Сначала операция, а после лучевая терапия. В то время я очень редко ее видела, так как лечение проводилось в другом городе, и как же я скучала по ней. Я до сих пор помню те вечера, когда мы всей семьей собирались на кухне, и эти страшные разметочные кресты на ее теле. Моя успеваемость резко понизилась в тот учебный год. Как постоянной хорошистке было удивительно видеть в дневнике тройки за поведение, а желание заниматься музыкой отпало напрочь. В 2008 году начался курс химиотерапии. После каждой капельницы мама возвращалась домой. Боже, это ужасно страшно и больно вспоминать. Я пыталась забыть, как ей было плохо, как менялись вкусовые предпочтения, как было тяжело расстаться с волосами. Но она все равно оставалась прекрасна. Закончилось лечение, и онколог выписал таблетки, которые предстояло пить годами. Наступила ремиссия. Все налаживалось. Я закончила 9 классов, музыкалку и художку. Переехала одна в свои 15 в другой город учиться на дизайнера. Мы с мамой постоянно держали связь. На первом курсе я каждую неделю на выходных ездила домой, при этом тратя в общей сложности 6 часов на дорогу, я все равно не жалела об этом. Мама заботливо мне готовила еду на неделю, и каждый раз я ездила туда-обратно с контейнерами за пазухой. Иногда она приезжала в гости, а однажды она купила мне первую мою гитару. И это были самые счастливые моменты жизни. Я могла довериться ей во всем, несмотря ни на что, она всегда ждала меня дома и поддерживала во всем. Я официальный дизайнер. Моя мечта, чтобы мама побывала на моем выпускном, сгинула. Планы остаться в городе, куда я поступила в универ, тоже. Состояние здоровья мамы значительно ухудшилось. Ей сложнее ходить, постоянные боли в спине и ногах. Я вернулась домой, нашла работу по специальности, что удивительно для такого маленького городка. После мы с мамой поехали в областной онкологический диспансер, где ранее она проходила все 3 круга ада лечения. Как же она не хотела, чтобы я видела эту больницу, но на тот момент ей уже было сложно передвигаться без сопровождающего. На МРТ выяснилось метастазы. Рак вернулся. Если бы затянули с диагностикой, то ноги бы полностью отказали уже через месяц. Решением врачебной комиссии было отправить домой, встать на учет у врача по месту жительства и выписать рецепт с достойным обезболиванием. Это означало только одно – ждать смерти. Мама не сдалась.
Она мой герой. Мы дождались окончания комиссии и подошли к врачам. Ведь не может же быть такого, чтобы не было лечения. Один посоветовал капельницу, а другой хирургический метод, но таких операций не делают в данной онкологии. Начались поиски лечения. Я искала схожие случаи в бесчисленных статьях в интернете, в больнице, где проводят операции, а также лекарства под названием Заметта. Одна ампулка для капельницы стоила около 11 тысяч рублей. Капали более 1,5 года каждый месяц. Государство должно было возместить компенсацию, но вы сами понимаете, в какой стране мы живем. Мы уже были согласны ехать в другие области ради спасения, и, к счастью, нам повезло найти хорошего нейрохирурга в нашей области, что согласился на операцию, притом бесплатно. Подробности об операции нам не говорили, лишь то, что она будет сложной, предстоит долгое восстановление, и ни в коем случае нельзя медлить. В конце октября маму госпитализировали. О дате операции я узнала уже в ее день проведения. Я запомнила это очень хорошо. Это был мой день рождения. Тот день на работе был крайне напряженным и тяжелым. Я очень сильно переживала, ведь маму оперировали более 12 часов. Хирурги удалили метастазы в грудном отделе позвоночника, а также все зараженные позвонки и взамен установили металлическую конструкцию. В этой больнице не хватало персонала, и нам прямо говорили, чтобы приезжали сами родственники и ухаживали за своими пациентами в послеоперационный период. Если бы в тот вечер после маминой операции поехала бы я, а не мой папа, я бы всю жизнь себя винила. Когда переливали ночью кровь, капельница стала завоздушена, а я бы вообще не поняла, к каким последствиям это могло привести. Да и с моей боязнью крови не представляю, как бы находилась в палате. Маме было тяжело. Помню, как в первый раз ее увидела. Вся в катетерах, ослабленная. Меня учили, как кормить ее, поить, подмывать и переворачивать. Как же у меня не получалось в первое время. Доходило до истерик, но я все равно старалась. Эта больница стала мне домом. Как раз началась первая сессия в универе. С учебы в больницу, с больницы на учебу. Знаете, это очень морально истощает пребывать в таком месте, где очень тяжело больные пациенты. О сне на то время я позабыла. Мама часто за ночь меня будила. Подъем был в 6. Кушетки в это время должны были стоять в коридоре. Лишь на выходных можно было дремать до 7. Спать на жестких кушетках, которые каждый раз приходилось таскать то в палату, то из палаты. Ведь тем, кто ухаживает за пациентами, не предлагают койки мест и других бытовых услуг. Райской кроватью была перевозка для пациентов, но она редко доставалась, ибо в вечерние времена перед отбоем за нее была бойня. А ухаживающих людей было много. Только в нашей палате было 4 больных и 3 наблюдателей. Днем можно было вздремнуть на стуле, но это часто заканчивалось болью в шее и спине. Было неприятно. Приятно было то, что через 1,5 недели после операции мама потихонечку начала ходить. Это стоило ей огромных усилий. Сначала рядом с кроватью, затем по палате, а после по коридору. Она будто бы заново родилась, училась ходить и переставлять ноги правильно и удобно. Выписка мамы пришлась на конец сессии. Я была так счастлива оказаться дома вместе с ней. Пили ходунки и корсет для поддержки, и мама продолжала тренироваться по дому. Я удивляюсь, какой же она была сильной физически и морально. Наступили хорошие времена. Теперь мама могла гулять по улице, ходила в церковь, в гости, на дачу. За этим было приятно наблюдать, ведь несколько месяцев назад она была не способна даже самостоятельно перевернуться на другой бок. Каждый месяц продолжали капать Заметту, и, казалось бы, все должно быть хорошо, но под конец года спина начала опять беспокоить. В мае я разочаровалась в своей работе дизайнером, бесконечные правки заказчиков, а после отказы. Как итог, половина проделанной работы была бесплатна. Зарплата, которая колебалась от 8 до 10 тысяч, тратилась половина только на проезд и обеды на работе. Да, вначале было хорошо, огромное количество новых идей, но когда оказывалось, что заказчики из всех вариантов выбирали только плохой,
и просили переделать в еще большую парашу, а после вообще отказывались, вот тогда и приходило разочарование. И я ушла с работы. Мне хотелось заниматься тем, что мне нравилось и вдохновляло. Для себя YouTube я открыла давно, а вот идея заниматься видеомейкерством пришла мне за полгода до первого ролика. Да-да, мне нужно было полгода, чтобы решиться. Я хорошо подготавливалась, смотрела на ошибки других, изучала программы для монтажа и обработки аудио. Ну а самое интересное для меня – это придумывать идеи для видео. Только немногие знают, что первоначально вместо танковой тематики я хотела делать каверы на любимые песни, но после прочтения авторского права на YouTube я воздержалась. Это был хороший год. Множество новых знакомств, некоторые из них судьбоносные. Чтобы вы понимали, в поселке, где я жила в родительском доме, у меня не было друзей. От слова совсем, только родственники. Я была одинокой в реальной жизни и общительной в сети. И интернет стал для меня всем. Перевес виртуальной жизни над реальностью со временем стал только больше. Начало года выдалось великолепным. Я встретилась с друзьями на Новый год в Новосибирске, что было для меня чем-то невероятным, ибо за область я никогда раньше не выезжала, тем более одна. Я была под диким впечатлением. Я не знаю, как можно благодарить таких замечательных людей, как Диму, Влада, Олежку, Макса, Чпока, за то, что открыли для меня правильные дружеские отношения и сломали многочисленные многолетние стереотипы. Вернувшись домой, в эту рутину своих домашних обязанностей, я снова загрустила. Маме становилось хуже, снова начала болеть спина и нога. Состояние ухудшилось в конце февраля. Она перестала ходить. Я впала в депрессию. На время ушла из интернета, думала, что будет лучше, если я буду проводить время в реальности. Под влиянием игры и своего окружения я сделала ролик «Творческий кризис». Мне все еще сложно говорить об этом времени. Те, кто ухаживал за больными, поймет. Кто видел, как подбирается смерть с каждым днем. Кто знает, как потерять родного, тот поймет. Я до сих пор виню себя за то, что поехала в Питер тем летом. За то, что посмела быть счастливой, когда рядом медленно погибал мой самый родной человек. За то, что недостаточно ухаживала и уделяла внимание. За то, что злилась, когда убирала ночной горшок и в 10-й раз бегала открывать или закрывать окно. За то, что обижалась, когда не видела родительской любви и поддержки. За то, что боялась смотреть часами на текущую кровь из носа мамы и не до конца понимала серьезность ее провалов в памяти, галлюцинаций и рвоты с кровью. Как бы банально ни звучало, цените своих близких, проводите с ними время, не оскорбляйте и не осуждайте людей, ведь вы не знаете, через что они прошли. Это была только краткая история. Неприятно осознавать, что 10 лет жизни, осознанной жизни, были приведены в периодических депрессиях. Еще ужасней обнаружить последствия этого, и еще сложнее забыть все прошлое и жить, как нормальный и счастливый человек. Мне предстоит огромная работа над собой. Я понимаю, что если останусь в этом депрессивном состоянии, я не стану уверенней, успешней, красивее. Я не смогу осуществить свои планы, желания и цели. А самое главное для меня, я все так же буду обвинять и проявлять жалость к себе. Я уже слишком много проплакала слез.